Здравствуйте! Добро пожаловать на наш подкаст Listen and Read Russian. Здесь мы изучаем русский язык через живые разговоры. Я Алекс. А я Елена. Здравствуйте. Алекс, как часто в жизни тебя просили рассказать о себе? Если честно, не так уж часто. Обычно это бывает на собеседовании, на работу или на вечеринке, когда знакомишься с новым человеком. Вот об этом сегодня и поговорим. Итак, собеседование на работу или случайное знакомство на вечеринке. Тебе задают вопрос, который звучит совсем безобидно. Расскажи о себе. Казалось бы, чего проще. Но именно этот вопрос почему-то выбивает из колеи почти каждого, кто его слышит. Причина в том, что у этого вопроса нет никаких рамок. Тебе не говорят, с чего начинать и когда заканчивать. Ты можешь начать рассказывать про свое детство, про последнюю работу, про хобби. И в итоге просто не понимаешь, какая часть из этого действительно нужна собеседнику. Получается либо слишком длинный и хаотичный ответ, либо неловкое молчание. И вот в чем главная ошибка. Люди думают, что есть один универсальный правильный ответ на этот вопрос. На самом деле правильных ответов два, и они зависят от ситуации. Один работает на собеседовании, другой — на вечеринке или при случайном знакомстве. И если перепутать их местами, результат будет плохим в обоих случаях. Давай разберем оба варианта по порядку. Сначала, что говорить на серьезном собеседовании. Потом, как отвечать на этот же вопрос в неформальной обстановке. Например, когда рядом оказался малознакомый человек. Начнем с собеседования. Когда рекрутер спрашивает «расскажи о себе», он имеет в виду что-то более конкретное. Ему не нужна твоя биография целиком. Ему нужен короткий, но убедительный рассказ о том, кто ты сейчас как специалист и почему стоит взять именно тебя. Самая частая ошибка на этом этапе — начинать издалека. Люди рассказывают, в каком городе они родились, в какую школу ходили, или как выбирали институт много лет назад. Рекрутеру это не интересно. У него уже есть твое резюме перед глазами, и он не хочет слушать его пересказ вслух. Чтобы этого избежать, есть простая структура из 3 частей. Сначала, где ты находишься сейчас, в профессиональном смысле. Потом, короткий взгляд назад, что привело тебя к этой точке. И в конце, куда ты двигаешься дальше и почему тебе интересна именно эта вакансия. Начать проще всего с настоящего. Одна фраза о том, кем ты являешься сегодня. Например, «Сейчас я работаю менеджером проектов в небольшой компании». Это сразу задает контекст, и собеседник понимает, с кем разговаривает. Дальше идет прошлое. Но не вся история жизни. Только тот опыт, который логично привел тебя к сегодняшней роли. Например, до этого я 2 года занимался графическим дизайном, и это дало мне понимание всего творческого процесса изнутри. 1-2 предложения, не больше. И последняя часть, будущее, она самая важная, потому что объясняет, зачем ты вообще пришел на это собеседование именно сегодня. Например, сейчас я ищу возможность работать над более крупными проектами, и поэтому меня заинтересовала именно эта позиция. Если соединить все 3 части вместе, получится цельный рассказ примерно на 30 секунд. В нем нет ничего лишнего, есть четкое начало и понятный финал. И как только ты озвучил свою цель на будущее, лучше остановиться. Не нужно ничего добавлять после этого. Именно здесь многие теряются. Человек уже закончил мысль, но от волнения продолжает говорить. Получается что-то невнятное вроде. Ну вот, собственно, это обо мне. И этим портит впечатление, которое до этого было хорошим. Гораздо сильнее звучит ответ, который просто заканчивается на уверенной ноте. Теперь перейдем ко второй ситуации. Неформальная обстановка. Вечеринка, знакомство через общих друзей, случайный разговор в компании. И тебе снова задают тот же вопрос. Расскажи о себе. Если в этот момент использовать формулу для собеседования, разговор быстро завянет.
Никому на вечеринке не интересны твои карьерные цели и профессиональные достижения. Им интересна твоя личность, что-то живое и человеческое. Здесь работает совсем другой прием. Коротко упоминаешь, чем занимаешься, и сразу переключаешься на что-то за пределами работы. Это может быть хобби, увлечение, способ проводить свободное время. Что угодно, что делает тебя интереснее в разговоре. Разница хорошо видна на примере. Если сказать просто «я работаю бухгалтером в финансовой компании», разговор, скорее всего, на этом и закончится. Собеседник не знает, что на это ответить, кроме вежливого «понятно». И дальше повисает неловкая пауза. А если добавить деталь? Я работаю в финансах, но сейчас готовлюсь к марафону. Ситуация меняется полностью. У собеседника сразу появляется, о чем спросить дальше. Про бег, про подготовку, про то, где пройдет забег. Это похоже на маленькую зацепку, которую ты бросаешь собеседнику. Он подхватывает ее сам, и разговор развивается естественно, без неловких пауз и без усилий с твоей стороны. И совершенно не обязательно, чтобы зацепка была чем-то грандиозным, вроде марафона. Подойдет и что-то простое. Например, по будням я работаю в IT, а по выходным просто люблю смотреть старые фильмы. Это тоже прекрасно работает, потому что показывает характер, а не должность. Еще важный момент. Сам вопрос не всегда звучит именно так, как «расскажи о себе». Иногда его формулируют иначе. Например, «чем ты обычно занят?» или «что ты любишь делать в свободное время?» Суть остается одной и той же. Собеседник просто ищет что-то общее с тобой, точку, от которой можно оттолкнуться в разговоре. Если собрать все вместе, получается вот что. На собеседовании работает формула настоящее, прошлое, будущее. Коротко, по делу, с четким финалом. А в неформальной обстановке работает другая формула. Коротко про работу, а дальше зацепка, которая продолжает разговор. И самое главное, эти две формулы не заменяют одна другую. Их нужно использовать в правильный момент, в зависимости от того, где ты находишься и с кем разговариваешь. В следующем выпуске поговорим о теме «Никогда не поздно начать заново». Почему нам иногда кажется, что уже слишком поздно? И как все же найти в себе силы сделать первый шаг? Если сегодняшний выпуск был полезен, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И включайте уведомления, чтобы не пропустить следующий эпизод. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.